Ух, бля, это часть плана. Жесть, ребята, 5000 метров, представляете? One, two, three. Охренеть. Перу, Куско. День 1. У меня в руках инка-кола. Это дубль 2, поэтому уже полбутылки выпито. Я знаю, это интересный факт, мне кажется, потому что вот есть инка-кола, чуваки сделали свою кока-колу, и пили ее, и всем нравилось, и пришла кока-кола, и купила инка-колу. Но имя не поменяла, то есть вот я не проверял информацию. Мне сказали, просто это прикольно, что пришел большой гигант такой, хоп, купил. На вкус, как лимонад «Золотой ключик», если знаете, что такое. Вот такие вдохи меня беспокоят с самого утра. Я думал, что горная болезнь, это кислородное голодание, это все для слабаков. У меня этого не будет, я же сильный. Я не сильный, приходится это признать. К сожалению, я сегодня просыпаюсь, ужасно спал ночью, просто самый худший сон за долгое время. И это я еще мелатонинчиком закинулся, потому что новый часовой пояс, перелет, все такое. Просыпался почти каждый час, может чаще даже, потому что организм говорит: Андрюха, мы задыхаемся. Потому что кислород на высоте, я нахожусь на высоте 3400 метров. Я не сказал, жалуюсь, не дал контекста. 3400 метров, Карл. Я думал, что это херня, это работает. Хотя вот люди, я сегодня познакомился с людьми, у них никаких симптомов нет. Видимо, я действительно не сильный. Так вот, я страдал с утра. Я в ахере, голова болит. Раздуплился с утра и встретился с кем-то. Вчера в аэропорту познакомился с людьми. Мы встретились. Позавтракали, операционка, симку взял себе, валюту поменяли. И ходили, Куско небольшой город, ходили, закрывали главные туристические моменты. То есть там вот эта площадь главная, тоже красиво, прикольно, ничего не понятно. Ну, какая-то движуха. Сегодня воскресенье, много людей на улицах местных, тоже какие-то рынки. Церковь, внутрь тоже не заходили, потому что много людей и как бы никому не интересно. Но просто поглазеть было очень красиво. И вот мы выходим с этой площади и попадаем сразу в какие-то жесткие, тоненькие улочки, которые совершенно по-другому выглядят, очень интересные. Мы шляемся по ним, ищем какую-то лестницу специальную. Там вот девчонка искала эту локацию, там разрисованные стены, какая-то красота. Тоже походили там, что-то там кафешки какие-то. Подъехали на такси в другое место посмотреть на этого креста, Христа, Спасителя, как в Бразилии, только местная версия поменьше. И ехали на такси, могли бы пойти, потому что я привез травму свою беговую сюда, мне больно ходить сегодня было. И это очень плохо, потому что в этом отпуске планировалось много ходьбы, хайки и все такое. Я сегодня целый день в таком жестком стрессе, потому что все может отмениться, а я умею накручивать в целом. Но сейчас не об этом, ныть я буду потом. Или нет, не знаю. Ну, в общем... Мы поехали, посмотрели на креста, потом на эти руины археологические, пошлялись. То есть у нас в целом сегодня целый день это просто полотно разных красивых, интересных локаций. И они сильно отличаются. Где-то вот эта тонкая улочка, где-то пейзаж видовой классный, где-то альпаки, животные какие-то другие. Собака там была одна грязная, прикольная, просто невероятно. Местные люди тоже, не снимал я много лиц чужих, но видно. Вот если у вас есть ассоциация со словом инки, как они выглядят, вот они так у меня тоже, хотя это не инки, это, я не шарю, сейчас, может, бред говорю, но это люди, которые живут в Перу, перуанцы. Вот есть просто кусок Перу, который, мне кажется, с более специфичной внешностью, и вот она здесь, как мне кажется. Но опять же, я здесь меньше суток, я еще мало что знаю, я вот похожу по экскурсиям в течение недели и наберусь нормальной информации, пока что так. И сегодня день тюлень, вот разгружаю ногу, сейчас, может, на закат еще схожу и попробую лечь спать пораньше. Очень надеюсь, что нога мне не помешает жить жизнь. Нужно просто вытащить. То есть есть какая-то грань, за которую, конечно, нельзя переступать, и нужно будет все отменять. Я просто очень надеюсь, что ресурса ноги хватит, что я вот все, что хочу, задумал, я все успею пройти. Там не так страшно. Я буду на конях подниматься в горы. Бедные кони будут страдать из-за меня.
чтобы лишь я вытащил план путешествия. Но если не вытащу, буду рассказывать, делиться эмоциями так. Это просто подводка. Вот. Спасибо. Поехали. Мы начинаем первый день. Ну что, потомки, на мне 3 слоя одежды, термобелье, попроще термобелье и кофта. Помолимся, что я смогу все пройти. Смотри, ну не знаю, у меня какая-то такая Европа здесь напоминается. Вот остановки там, тын-тын-тын. Есть ощущение, что меня хочет тормознуть опять вселенная. Вот у меня там тендон, этот сухожилие болит. Сейчас погода, на всю неделю дожди. И это что-то ты не можешь предсказать. Пахнет перепланированием отпуска. Хотя уже много чего оплачено. То есть я уже никуда не денусь. Я любитель вот страдать от проблем, которые еще не совершились. Может быть, все будет нормально. И сегодня, и завтра. Посмотрим. В 3:50 я сажусь в маршрутку. Гарик нам рассказывает, все, мы будем ехать 2 часа, потом завтрак. В этот момент я пожалел, что выпил нормально так кофе. И пока все в маршрутке спали благополучно, потому что это было 4 утра, 5 утра, я на кофеине вот такой вот просто смотрел в темноту. Потом мы приехали, и завтрашнее место было просто балдеж, невероятное. Мы как будто... Меня сильно флешбэкнуло на Балишку, потому что там много таких вот пейзажей видовых. И что мы поели, сели в маршрутку, загрузились и опять ехали час. Мы ехали. Красивые были виды по пути иногда. Вот спать хотелось сильно тоже, безумно просто. Когда приехали, нам раздали палки, и мы начали чесать. Пейзажи красивые, и вот мой уровень стресса снизился, когда я узнал, что первая часть пути плоская, мне не придется карабкаться наверх, а значит, мое сухожилие будет нормально. Плюс палки помогают. А после этого мы арендуем коней. Все, приехали в таксопарк. Вот тут комфорт плюс, эконом где-то там сзади. В общем, поездка на конях была просто невероятной. Мозг отдыхает, тело отдыхает. Очень красиво. И я не мог переставать снимать. Просто сплошные кадры коня сбоку, слева, справа других ребят. Очень-очень круто. Это все просто песня. Это просто трындец, как красиво опять. Я не могу, Я не буду это больше говорить. Не буду говорить. Фух, воздуха не хватает. Один раз скажу в этом видео и больше не буду, хотя будут еще места. Камера совсем не передает. Просто бомба. Просто бомба. И, я не знаю. Это очень-очень круто. Просто невероятно. Жду Uber. Опять. Прошло время очень быстро. 1,5 часа всего были на точке. И как-то так... Но перезнакомился с кучей народу и круто поболтал, пофоткались, попил маты, покушал бананов. В общем, очень классно вообще все это выглядит. И там был другой кусок, который, на который надо подняться. И вот было непонятно, стоит ли. Я сомневался с учетом своей ноги. Но благо мои вот новые товарищи из Канады поднялись. И когда они спускались, я их просто спросил, что там, стоит вообще туда идти или нет. И они говорят, да, надо идти. И я пошел, поднялся, и реально не соврали, не пожалел. Очень красиво. Сделал лучший контент именно там. И классно. Сейчас я на коне возвращаюсь в маршрутку. Вот так вот мы это делаем. Уже управлять даже не приходится. Просто балдею. Люди бедные там страдают. Нас привезли снова поесть в то же место. Но уже покормили не омлетом с хлебом, а нормально. Все, что хочешь. Мясо, курица, там рис, разные местные штуки, севиче. Живот наполнили. Сейчас немножко балдежа. Опять. И долгий путь домой. И это первый день. Я очень волновался за ногу. Из-за того, что я взял 2 палки, из-за того, что у меня есть конь. Я намного лучше себя чувствую. Стресс пропал сразу, как только я понял, что мне не придется карабкаться долго. Поэтому кайф. Так всегда после какого-то эмоционального шока ты идешь просто и перевариваешь это все. И это на протяжении остатка дня будет продолжаться.
весь путь домой, вот эти там 5 часов. Это было очень круто. Two, three. Ну что, день 3. Проснулся в 2 часа ночи. Собрал. Так, у меня тут звук вообще-то пишется. Ты собрался, пошел к маршрутке, сел в маршрутку и попытался спать. Не знаю, разучился, не получается. Раньше получалось спать в любой позе, в любых обстоятельствах. Сейчас не получается. Приехали на завтрак. Другое место, тоже окруженное горами, прикольно. Нет еще аппетита в 5 утра, как бы в 4 совершенно. В общем, поели и еще час в маршрутке. И вот приехали. Сам опыт вот такой вот езды в снегу, на коне, в тишине, он неплох. Все, халява закончилась. Теперь надо подняться наверх. А на высоте 5000 метров это намного сложнее. Каждый шаг дается тяжело. То есть, если обычно ты просто идешь, немножко пульс поднимается, то здесь, я не знаю, поднимается ли так сильно пульс, но дышать хочется много. Вот я так понимаю, что вот эта гора вся, она должна быть разноцветной. Просто солнцем между облаками, оно, может быть, что-нибудь растает, может быть, мы не знаем. Фу, жесть. Ну вот это красотища вообще, просто песня. Такие они классные. Можешь поближе ко мне встать? Я просто не знаю, что от тебя ждать вообще. Стрёмно. Ужас. Жесть. Я в восторге. Мой внутренний ребенок просто счастлив. Посмотри на это. Ну что это такое? Понял? Мне интересно, кто из них додумался надеть очки на альпак? Кто придумал? Кто вот... Они на самом деле выглядят, очень из другого мира, вот эти местные жители. Прям, очень... Сейчас было бы падение в режиме онлайн, просто жестко. Очень по-другому они выглядят. И получается такой микс современного мира и несовременного мира. И это просто гениально, я в шоке, это очень круто. И мне столько вот эти виды не дали эмоций, сколько фотки с альпаками в очках. Просто... Это просто песня какая-то. Я задыхаюсь, но задыхаюсь счастливым. Оказывается, вот эти вот шутки с кислородным голоданием не шутки. Есть несколько смертей и на Мачу-Пикчу, и здесь. Люди просто борщат с этим вот, с этой границей, через которую можно переступать. То есть ты идешь и думаешь, сейчас я потерплю. И вот одна из историй, она вообще, уникальная. Это гайд, то есть профессиональный тип. Он отстал от группы, потому что кого-то искал или что-то. В общем, я забыл этот кусок истории. Но потом он решил добежать до группы. И он такой бежит вверх, бежит. И терпел больше, чем нужно. Прибежал, и у него остановилось сердце. И теперь, весь выпендрёж хочется оставить позади. Хочется останавливаться, брать паузы, потому что ты же это не контролируешь. Ты думаешь, сейчас нормально все вывезем, а потом хоба, и встал. И все, ужасно. Стало чуть холоднее, пришлось одеться. Но следующая история, собственно. Оказывается, эту горку разноцветную открыли в 2016-м, 9 лет назад. И открыли так, что какие-то другие туристы иностранные, французы, не знаю, японцы, он говорил, кто-то еще, они хотели подняться на другую херню, здоровенскую, недалеко, или далеко. И они там, что-то у них лавина случилась, и они возвращались в город другим новым путем. И они увидели эту разноцветную гору, как мы, половина снега, половина разных цветов. И всем сказали. И только через год начались туры в это все дело, потому что правительство Перу, они решили сделать дороги получше, поближе к подъему, чтобы больше людей, туризм, все такое. Не было коней на тот момент. Мне прям хреново стало сейчас, поплохело. Не было коней, и местные купили коней, пошел туризм постепенно, кони — это бабки,
можно возить ленивых, больных, травмированных. Вот. Ну и, короче, потом открыли эту Радужную гору в полном цвете. При другой погоде, когда снег весь растаял, она вся разноцветная и очень красивая. Хайпанула эта гора и понеслось. Сейчас, 2025, и правительство Перу хочет, там, походу, китайцы такие, давайте мы к вам приедем, начнем собирать всякие минералы, заработаем кучу бабла и все такое. И как бы куча бабла, да, но через 10 лет минералы закончатся, и Радужная гора разноцветная перестанет быть разноцветной. И, в общем, сейчас тут суета по этому поводу. То есть вариант, что когда-то это перестанет быть доступным. Я не знаю, что происходит, но что-то очень нехорошее. Мы сидели, наслаждались этим обалденным видом, общались с новыми людьми. Как я понял, что у меня на ногах какая-то херня. Что с одной стороны, что с другой какие-то. Ну, трындец. И это плохо, потому что ты не знаешь, что это. И насколько это плохо. И, может быть, это просто, не знаю, жидкость задерживается почему-то. А может быть, это какой-то смертельный москит. И первые секунд 15, когда я сказал группе об этом, надо было видеть просто лицо гида. Мне страшно до сих пор. Сейчас я уже себя ментально реабилитировал в то, что все нормально, все будет окей, я не умру. Вот, но нам надо спускаться вниз. И я хз, что это за херня. Очень холодно. Снег валит сейчас в бок просто. То есть это ветер. Это отвлекает меня от моих волдырей на ногах. Какого хера? Жесть, ребята, 5000 метров, представляете? 5000 метров. Сказали нам сегодня, что кемп первый Эвереста, он 5100 с чем-то. Мы где-то на 100 метров отстаем. И до этого первого кемпа чесать 12 дней, по-моему, если ты делаешь Эверест. А мы, ну вот, приехали на маршрутке, немножко поднялись, кто-то с конем, кто-то без коня, и все окей. Потому что это капец. То есть вот только что, там, не знаю, 5 минут назад было жарко, ты снимаешь все просто. Бам, здравствуйте, снегопад. Ну это чудо какое-то, ну такого ж мало где такое встретишь. Но я все в шортах иду, все, ветер пропал, стало окей. Но на мне там 3 слоя одежды сверху, 2 шляпы, капюшон и шляпа. Фух, идем вниз и дай бог мне здоровья, получается. Я надеюсь, просто у меня же еще, ладно, еще сегодня, окей, мы почти закончили, мне доехать, я выживу. Но у меня же еще впереди, видишь, я опять думаю насчет, вот, еще не подтвердилась проблема, возможно, сейчас мне, не знаю, поесть дадут и все пройдет. Или какая-нибудь волшебная таблетка местная существует. Я уже загнался. Ну а кто бы не загнался с другой стороны, правильно? Жесть. Есть гипотеза, что у меня просто отекли ноги, потому что у меня варикоз, это известно. Я от армии откосил по варикозу. И он меня никогда не беспокоил, у меня никогда не надувало ноги и все такое. Ну, только во время призыва. Но сейчас, из-за того, что высота большая, организм в ахере, плюс варикоз, то есть циркуляция крови нарушена и так базово. А здесь высота. И это просто, возможно, то, как выглядят ноги у варикозного человека, который долго ходил, сидел и все такое. Что может быть правдой? Тогда все мысли про смертельных комаров, они как бы все, они позади, и можно жить жизнь. Так видно, что меня колбасит жестко. Это развлекуха серьезная, просто трындец. Фух. И он это делает рандомно, абсолютно случайно. Просто ты в какой-то момент жестко чилишься, а в какой-то момент начинается технотусовка. Давай. Это не так легко, как кажется. Ну что, я дома. Вот мои ноги сейчас выглядят вот так. Задача 20 минут полежать кверх ногами. Ну, ChatGPT говорит, выше сердца надо, чтобы было просто и все. В общем, это задача на ближайшие 20 минут. Посижу, попинаю, посмотрю фотки, разберу контент. И я очень надеюсь, что я вот после этого схожу в душ
и все станет легче. Но если мне так до конца дня ходить, ну, стрёмно просто. Просто стрёмно. Путь домой был легче, чем вчера, намного легче, просто потому что познакомился с ребятами, с которыми круто было болтать. То есть из нескольких часов как минимум час или полтора прошли в увлеченной беседе, и поэтому кайф. Вот сейчас, конечно, начинает прибивать, спать, умирать, чувствую себя уставшим, болит голова после гор, после высоты этой. Я выжил. Меня можно поздравить. Значит, опухоль на ногах прошла. Не сильно, то есть я когда проснулся, еще было видно, что они опухшие, но по сравнению с тем, с какими ногами я ложился... Ну ладно, по делу. День 4. День 4, наконец-то, удалось немного поспать. Нас везут час, привозят смотреть на соли. Поехали за солями бандой. Весь этот трип... В целом, он не ради солей и других туристических локаций, а ради квадроциклов. И раньше он начинался с квадроциклов раньше. То есть ты как бы мог уже вот к этим солям поехать тоже на квадроциклах. Но путь к солям, он на обрыве. И кто-то убился, кто-то вот улетел, а там смерть. И теперь закрыли и не пускают туда на квадроциклах, туда привозят машинам, квадроциклы потом. Собственно, так и случилось. Мы посмотрели соли, пофоткались, там красивая локация. И мы двигаемся на следующую, и по пути есть магазинчик, где нам пытаются продать все. Это как вот, меня сразу флешбэкнуло в египетские экскурсии или в какие-то другие, где вот вам парфюмы, шоколадки, сумки, все, что хотите. Ну, мы просто такая пит-стоп, нас накормили шоколадом, дали продегустировать. Дальше мы приезжаем на стоянку с квадроциклами, нас обучают, как этим пользоваться. Я последний раз управлял квадроциклом, я не помню когда. И мы поехали. Классно было, стрессово поначалу, потому что как-то, не знаю, непривычно. Это не байк, это не машина. И мы на квадроциклах доехали до следующей туристической локации, которая вот такие круглые руины. Выглядит это все прикольно в жизни. Нам много про них рассказали, но я ничего не помню. Помню, что есть что-то, что вот эти инки хотели выращивать. Что-то, что они использовали везде. Там и в медицине, и в продуктах, в пище, вообще везде. Им очень это было надо. Но они живут высоко, ничего не растет. Они вот туда углубились, и внизу все это выращивали. Нам сказали, что там внизу прям супер жара. То есть мы стоим, там, не знаю, 7 градусов, а внизу, если спуститься, жара. Я не спускался. Я выбрал кофе. Там тепло. Там они выращивали это все, и каждый новый сезон, когда снова что-то выращивали, они выращивали на один уровень выше. И таким образом это растение типа акклиматизировалось к этой вот высоте, и довольны были эти инки. Дальше мы сели на квадроциклы, поехали обратно. Было очень круто, красиво, дорога. Внутренний ребенок опять жестко отбалдел, просто это было невероятно. Не хватало только музыки в ушах, наверное. Я специально останавливался, ждал, пока группа куда-то потеряется нахрен, включал последнюю передачу и... почувствовался гонщиком. Можно было убиться, кстати. Я рад, что я немножко аккуратничал на пути туда, потому что на пути обратно стало намного легче управлять этой штукой. На пути туда прям стресс, зажатость, непонятно, что делать. На пути обратно с кайфом побалдел, мы пофоткались, приехали, разгрузились в маршрутку и домой. Нас привезли обратно, в час дня мы уже были в городе. Я поел альпаки, стейк из альпаки, вообще бомба. Это уже не первая альпака моя здесь, но очень вкусная вообще альпака, песня. Мы поели, поболтали, сходили еще в один музей, в который я хотел зайти, и в воскресенье была большая очередь. И разошлись. Я пришел домой, душ, переоделся туда-сюда, потупил, полежал. И пошел гулять опять в город. А в городе, оказывается, были протесты вообще по всей стране. У них там что-то с президентом случилось, что-то он не справлялся, его выгнали. Новый тоже не справляется. Народ считает, что вся эта система жестко коррумпирована. Как мне рассказали местные, оно так и есть. Там у них большая история. Каждый год президентов скидывают, появляется какой-то новый, что не работает. Я посмотрел на вот эти вот нестабильности, неспокойствия. Погулял еще немного, меня захватили по пути просто на массаж. Дальше я сходил на свиданку, очень вкусно поел опять альпаку, классно провел время и лег спать. Балдеж. Вот дал себе время, дал себе восстановиться, поспал больше, чем за предыдущие дни. И сейчас начинается день 5. Я опять не знаю где, в каких-то руинах приехал добивать контент, тянуть время. У меня поезд вечерком, поэтому пришел. Но здесь людно, и почему-то всем интересно куда-то ползти, люди. Пойдем посмотрим. Ух
Я смотрю на это, и у меня сразу вопрос. Андрюха, ну зачем? Типа, ну что там? Нахрена эти все лестницы нам? Тем более такая жара. Я вот в штанах, потому что уехал далеко, на сутки, нет места. Не хотелось брать чемодан, в рюкзак все не вместить. Поэтому приходится жариться сейчас. Короче, руинами не закончилось. Обнаружена была тропинка. И Google говорит, 44 минуты идти до верха. Я не знаю, знает ли он про высоту, но я не могу. У меня есть время. Я не могу отказаться от этой мысли, раз я уже здесь. Хотя я не планировал никуда хайкать вообще. Я планировал потупить на руинах, прийти в ресторанчик, покушать, сесть на поезд. Вот так вот. Но когда вот это вот видишь, все понятно. До того, как поехать в Перу, я сидел в Буэнос-Айресе в критическом уровне комфорта. Мне так нравилась моя социальная жизнь, количество людей. Бля. Так вот, мне очень нравилось то, как выглядела моя жизнь. Я не хотел уезжать, я жаловался людям, я говорил, я устал путешествовать. Это сложно, я хочу купить себе что-нибудь в дом. Хочу поменять одежду. Хочу, чтобы телефон перестал от ветра шевелиться. И вот я сейчас здесь сижу, один. И я в лютом ахере от кайфа. Это очень круто. У меня нет слов, я не знаю, как это передать. То есть вот до путешествия я прям честно грустил и ленился дальше путешествовать. Мой диалог внутренний был такой, типа, ну вот нахера тебе это надо? Вот ты реально хочешь опять лететь куда-то? Типа, вот тебе это надо, вот у тебя здесь друзья, у тебя тут есть рутина, все уже есть, нахрена тебя, поживи. И вот я улетаю, переступаю через себя, потому что там уже планы были, бла-бла-бла. И я понимаю теперь, зачем это все было. Даже если вот... Честно, в отпуске, понятно, отпуска, они всегда прикольные. Но в целом, то есть прикольно двигаться дальше. То есть вот я за этот отпуск уже сколько нового опыта поймал, как вырос, испанский, какие-то кринж-моменты преодолел. И, дальше все, новая жизнь. Можно вернуться в старую, а можно пойти в новую, чем я, собственно, и займусь. Я это все к чему? К тому, это я в целом и себе говорю, наверное, если будущий мой я или мои потомки будут это смотреть, вот этот момент, где я осознаю, что вот мой комфорт... Нет, подожди, ветер... Блядь. Тише. Телефон просто стоит на камне, и сзади его подпирает штативчик. Но если он упадет спереди, вперед точнее, это все, тут камень. Жесть, держись, брат. Короче, я голосую, хотел сказать. Я хочу сказать, что нужно ловить себя на лени и на страхе выйти из зоны комфорта. И это супер очевидная штука, которую все знают. Это про еду, про спорт, про режим. Все знают, как правильно, но это некомфортно, и они ничего не делают. Вот я просто сейчас на своем примере в этих путешественнических проблемах выкупаю, что как бы мне не хотелось дальше путешествовать, это круто. И мне это очень нравится. Я очень доволен. Вот 5 дней назад, выезжая, я думал, нахрена я это делаю? А сейчас я понимаю, нахрена я это делаю. Вот, не знаю, возможно, это полезно. Так прикольно. Я в этой локации не строил вообще ожиданий. Это просто перевалочный пункт. Мне здесь нужно дождаться поезда. И тут какие-то есть руины, в которых я сейчас, которые там внизу. То есть я такой, похожу по руинам и все. А тут охеренно, очень красиво, просто трындец. Вчера я обедал с парнем из Перу, с которым мы познакомились по пути на квадроциклическую экскурсию. И в ресторане услышал много русской речи. Сидела пара прикольная и гид.
общались на русском, я с ними заговорил, они из России, и мне показались очень прикольными. И гид тоже, ну, какой-то человек, кажется, что местный, говорит на охренительном русском. Но мы не успели сильно познакомиться, мы так чуть поболтали, обменялись контактами и потерялись. Я еще хотел, может, написать им вечером, может быть, на ужин выскочить, но в итоге в каких-то других делах замотался. И сегодня я уезжаю в другой город, 2 часа езды, шатаюсь по этим руинам непонятно. Кайфую. И спускаясь с этих руин, я встречаю их в другом городе. Сумасшедшее совпадение, просто невероятно. И, в общем, я записался к ним в приватный тур, то есть они вот, эта пара, путешествуют они вместе, и вот у них есть гид, перуанец, который говорит на русском, потому что он там где-то жил, и у него жена русская, походу, была, есть. 40 лет, говорит, да, живут они уже вместе. И, в общем, ну, нет слов. Я очень сильно кайфанул социально, они классные, мне очень не понравились. Я бы, наверное, хотел бы быть, как они, вот в мои, не знаю, сколько им лет, там, допустим, 45 им лет. Вот я надеюсь, что я буду таким же жизнерадостным путешествующим, рассказывать про своих детей, про какие-то заботы, работу. Короче, кайф. Все люди, которые тебе попадаются в жизни, они зачем-то тебе попадаются. И вот получается, если я не успел там как-то с ними законтачиться вот в этой кафешке вчера, на тебе, пожалуйста, чтобы больше посмотрел, я поузнавал их, послушал про их семью. Даже если мы больше никогда не увидимся. Мы, может быть, увидимся еще завтра. Может быть, мы вообще задружимся и будем там когда-то где-то еще. Просто прикольно, не знаю, я в восторге. Так, рум-тур за 1 секунду. Мне тут 3 кровати. С кайфом могу спать. Вот, спасибо, что есть туалет, душ тоже. Здорово. И, собственно, все. Я вот сегодня должен был ехать в поезде красивом за $136, по-моему, в одну сторону за 1,5 часа поездки. И я все думал, что же это такое? Ну, там, да, виды какие-то мне обещали, музыку в салоне и немножко закусок. И я сел. И поначалу я такой, блин, стекло грязное, что-то еще. Но потом мы поехали, и все, это было так красиво. Это, я не знаю, я прилагал сумасшедшие усилия, чтобы не снимать каждую секунду. То есть я вот что-то подснял, там раз, подснял 2. Но я прям такой, типа, все, хватит, просто кайфани сам, посмотри, хватит это снимать, не нужно тебе это. В общем, это было круто. Мы едем, пейзажи меняются время от времени. Передо мной мой сосед по столу бразилец, мы немножко поболтали. Нас накормили хлебом с маслом и вареньем. То есть, по факту, дали просто кусок хлеба, масла и варенье. Намажь, что хочешь, и вот тебе все. Чай предлагали с кофе тоже. На флейте чувак играл, классно было тоже, классно. Ну, не знаю, 1,5 часа прошли быстро достаточно, и очень много красоты, сумасшедшей. И обратный путь же такой же, только на другом поезде, в другом вагоне. Посмотрим тоже. Ну, в общем, хотел поделиться свежими эмоциями. Вот. Деревья, закат, горы высоченные. Это трындец. 4:45. Знаете, что бодрит лучше холодного душа? Горячий душ. Нет холодной воды. Я так охерел. То есть, льется кипяток с души, и надо как-то помыться. Это было жесть. Такие танцы просто на полсекунды. И еще. Либо это я вчера доигрался с холодным душем дома у себя, либо в поезде кондиционер. Болит шея, как у... Не знаю у кого. Старость. Но мне сейчас больно смотреть налево. Что за жизнь? Придется на Мачу-Пикчу подниматься и вот так вот. Ну, это ничего. Сейчас завтрак через 15 минут. И двигаемся. Капец, жестко крипово, да? Я захожу, вот там с лестницы поднимаюсь, и вижу 2 силуэта, просто и ты идешь, и оно, кажется, на тебя поворачивает. Жесть.
просто похер, взял, выскочил с загона своего. Говорит, а нам: ребята, можно я тут, похайкаю немного? Пойдем. Давай. Вау, прикольно. По правую сторону вы можете наблюдать потрясающие виды Мачу-Пикчу, чудо света. Вот, это все здесь. Обязательно к посещению. Вот. Больше ничего не могу сказать. Я в восторге. Нет слов, просто сумасшествие какое-то. Мне сложно стоять на месте. Типа, я вот постоял минут 20-30, я подумал, ладно, я хотя бы должен погулять. Я не могу просто стоять. Мне тяжело, скучно. И пошел гулять, и нашел проход туда, куда на самом деле куплен у меня билет. Ну вот, сейчас хайк. А не вот эта халява с конями, да? Фух. Прошло 20 минут. Вроде как еще час. Надеюсь, это неправда. Очень напоминает Шри-Ланку. Там есть этот пик Адама, где просто бесконечное количество ступенек. И они не заканчиваются. И ты идешь, тебе все хуже, и хуже, и хуже. Но в конце хорошо. Когда мы были на горе Радужной, гид сказал, что у нашего тела есть классный механизм, чтобы сигнализировать тебе, хозяину, о том, что пора остановиться. Когда ты слышишь свое сердцебиение в ухе. И я, не знаю, может, для кого-то это было очевидно, но я такой, типа, ого, реально же интересно. Не смотрел с этой точки зрения на это. Так вот, я сейчас слышу одним ухом уже свой пульс, поэтому записываю это видео. Вот этих ребят, видите? А я вот здесь. Это немножко демотивирует. Что растет на горе, вообще непонятно, интересно и очень красиво. Реально, ведь есть же шанс, что я поднимусь и будет вот так. И ничего не изменится. Он есть. Это истерический смех. Очень сильно пахнет финишем. Да. Я не верю, что за этой красотой будет что-то еще, какой-то подъем. Кажется, я вижу самую высокую точку. Вот она. Осталось чуть-чуть. Час пути. Километр 750 метров. И 520 метров набор высоты. Это жестко. Ну, если не спешить, нормально. Я просто что-то хотел... Вообще, я опаздываю. Я 40 минут протупил, думая, что эта локация, на которой ни хрена не видно, первая, что это все, это финал. И вот эти 40 минут, они мне нужны, как будто бы, чтобы я дальше все по плану успел. Боже, как красиво, наконец-то облака видно. Это очень хорошо. Вот что-то виднеется там, боже. Мне так везло с погодой, все предыдущие хайки. Даже за пределами Перу. Агунг там. Прям дождь прекращался перед носом. И я очень надеюсь, что это продолжаться будет так же. Забыл русский язык. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Блин, сейчас можно умереть от какого-то шмеля. И все. О боже. А где люди? Я не понял. Я же не первый точно. Охренеть. Обалдеть. Даже с облаками это выглядит просто невероятно. Там курилка, кстати. Фух, поехали. Обалдеть. Я не понял, а где люди-то? Я в очереди стоял, но я парочку людей обогнал по пути, но, блин, я здесь один пока что. Возможно, первый за сегодня. Обалдеть.
Это очень круто, это красиво, потому что облака на одном уровне с тобой, как на Агунге. Смотри, есть, двигаются облака чуть-чуть в сторону верха. Я очень надеюсь, что они все уйдут. Но все равно, ну, посмотри, на что это такое вообще. Мать... Хочется ругаться. И вот он я. Вот он. Сейчас мы ждем, пока облака пропадут вот здесь. И они пропадут, мы в это верим точно. И то, ради чего все это происходит, оно вот-вот закончится. И мой отпуск вместе с этим. Я надеюсь... Это вообще, это первая в моей жизни туристическая точка, где нет людей. Ну, сейчас они уже есть, но по сравнению со всеми туристическими точками, где я был в своей жизни, это вообще не толпа. И был момент, мы пришли первые. То есть я пришел первый, еще 2 человека там через 2 минуты буквально. И это так охренительно ощущается. И вот сейчас начинают люди догонять. Я сижу на фотоспоте, и мне пора отсюда валить. Но эта история просто про то, что я мог... Теоретически, я реально мог уйти отсюда, посмотрев только снизу, пропустив тот самый хайк, за который я заплатил, на который я, собственно, шел. Ради которого я всех коней брал, чтобы экономить ресурс своего сухожилия. Жесть. Пора уступить новым людям место пофоткаться, я думаю. Да. Пока шли наверх, было очень много интересных таких локаций, кустов, видов. Не все, ну, конечно, лень было снимать по пути. На пульсе 155, на 160 вообще не хочется снимать ничего. Но мы поднялись за час, когда обычно говорят, что 1,5-2 часа. Что говорит о том, что мы жесткие фит ребята, кто оказались там в числе первых. Спасибо Виталику Сосковцу за физическую форму кроссфитовскую. Я спросил у второго чувака, который после меня пришел, чем ты занимаешься. Он говорит, кроссфитом. Я такой, окей. Так вот, работаем. И что интересно, ну, что он, что я, мы как бы визуально не выглядим фит. Мы не похожи, что мы спортсмены. Но мы просто вывозим нормально. И это интересный трейд-офф такой. Ну, то есть ты можешь классным быть, очень эстетичным качком, но вот эта вот гора тебя уничтожит просто. А можно быть таким skinny-fat айтишником и разносить хайки с кайфом. Вот сейчас чешу один вниз и ловлю кайф с того, что это вот я поднялся, побыл сколько мне надо и пошел вниз тогда, когда сам захотел и ни от кого не завися. Это прикольно. Потому что иногда твои желания расходятся с желаниями группы. Это нормально. Вот, просто иногда прикольно. Меня часто спрашивают, что ты не одинок, тебе одному путешествовать? И я говорю, мой ответ был большую часть времени: одиноко. Бывают моменты, где хочется разделить с кем-то, и ты не можешь, но бывают и классные моменты. И вот, короче, это старый ответ. Последние путешествия научили меня, что одиноко — это когда ты не можешь, когда ты изолирован, когда ты типа не знаешь, как починить проблему. А сейчас, получив этот опыт классный, я понимаю, что проблемы-то никакой нет. На самом деле, очень легко знакомиться. Очень легко найти себе кого-нибудь, с кем поужинать. Ну, а если, например, иногда не получилось, ну, окей, это всего лишь один день. Значит, следующий день получится. Вот, просто я всегда как будто бы, все, у меня никого нет. Какая печаль, сижу там один, ужин и грустно. В этом путешествии как будто бы попустило, потому что я много раз ужинал с кем-то, много раз ужинал сам, и мне окей, в обоих вариантах классно. Более того, я могу выбирать. И это, короче, наличие выбора радует. Вот я раньше просто не видел, что у меня выбор есть. Я думал, что у меня выбора нет, что я вынужден быть один. Знакомиться мне страшно, сложно. А вот сейчас я четко понимаю, что выбор есть. Знакомиться легко. Понятно, что не со всеми людьми интересно, но в целом вот эти смолтоки пока что не надоедают, поэтому хочешь пообщаться? Йоу, откуда ты? И пошло-поехало. Не хочешь пообщаться? Сидишь там в телефоне, контентик что-то снимаешь, фотки выбираешь, думаешь о жизни. В общем,
В этом есть кайф. Но важно сказать, что я-то к этому пришел сейчас спустя сколько лет путешествий. Я путешествовал там 2 года назад, 3 года назад. Всегда, когда мне нужно было быть одному, я грустил. Ну, часто. И вот только спустя пару лет переступаний через эту грустинку, я такой, фух, на самом деле, чё грустного-то, мама, смотри, идешь сам с кайфом вообще. Все, это победа. Значит, подъем 1 час, набор почти 600 метров. Спуск 40 минут с кайфом. Вот. Сейчас можно насладиться попсолом Мачу-Пикчу, туристическим, с кучей народу. И, блин, а тут круто на самом деле. Я вот сейчас покажу, сейчас надо проболтать еще 5 секунд и покажу. Блин, классно выглядит, прям вообще. С горы не так. С горы гора видна. И вот тут тоже, ну, красиво. Но я про вот это. Толпы народу, но вот этот домик и горка классно выглядит. Сейчас телепортируемся туда. Но в целом вот он, Мачу-Пикчу. Без облаков. Так прикольно было, блин, это просто восторг. То есть все виды эмоций были получены. Разочарование, отрицание, там даже немного злости, возможно. Ну, чуть-чуть, я был в принятии, но все равно ты же думаешь, что, блин, да, возможно, я уеду без видов. И вот, пожалуйста, расчехлилось все. Класс. Это вот то же самое место, где я был, там, сколько, 3-4 часа назад, где ничего сзади не было. Вот сейчас есть. Балдеж. Мачу-Пикчу, Мачу-Пикчу, но вот горы намного прикольнее, на мой взгляд. Но Мачу-Пикчу это что вообще? Мачу это старая, древняя. И Пикчу это... Я подслушал, гиды рассказывали. Пикчу это, ну, я так понял, пик. Ну, типа старый пик горы. Очень все просто. Вообще, основной мотив пойти на горячие источники был принять душ. Потому что на хайке потрачено было много сил, много пота было вылито в одежду. И если просто сесть в этот поезд красивый, следующий, без душа, то, ну, неприятно. Короче, пошел в эти источники, побалдел, прикольно там было. Дальше. Успел поесть, сел в поезд. И поезд, ну, тот же самый маршрут, просто теперь в другую сторону, и поезд чуть дешевле был. Все те же классные пейзажи. Когда нет пейзажей, есть соседка, с которой можно поговорить. Попалась бельгийка, которая тоже со мной поднималась на гору. Мы не общались вообще, и она не поднялась до вершины, потому что она делала 4-дневный хайк. Тут есть 4-дневный хайк, всемирно известный, называется Inca Trail. Это круто, 4 дня, супер дикие условия, ты где-то там живешь и, ну, видишь намного больше, чем я увидел за этот отпуск, я думаю. И в итоге где-то 5 часов в пути после вот этих сложных хайков, много ходьбы и недосыпа. Тяжелый был день вчера. Это вот 2 часа поезда, пересадка на автобус, еще 2 часа на автобусе, плюс всякие организационные тупки. Я приехал, поужинал вкусно, потом сходил на массаж и позволил себе сладостей. С кайфом поел, невкусное мороженое. Пошел домой спать. Так закончилась моя пятница. Но это видео вообще, это заключительная часть отпуска. Я хочу просто подытожить. Я в этом отпуске переоткрыл соло-тревелинг. То есть я последний раз прицельно в отпуск летел один, не помню когда. Ну вот в Италию, наверное, 2 года назад. То есть вот у меня был бразильский, да, это скайдайвинг, был отпуск. Но это я не ехал не в отпуск смотреть что-то, это я ехал прицельно, ну, прыгать с парашютом много раз. А тут я такой, так, вот есть туристическая локация, есть вещи, которые хочу посмотреть, и я один. Я точно могу сказать, что 2 года назад, 3 года назад было сильно сложнее решиться на эту херню, и было сильно сложнее внутри этого отпуска в одиночестве. Сейчас намного легче. Вот, например, эта бельгийка, про которую только что сказала, она рассказала, что она там половину Европы одна объездила, сейчас одна в первый раз в жизни приехала в Латинскую Америку. Когда я ее спросил, всегда задаю вопрос соло-путешественникам, как тебе в целом соло-путешествовать, как ты себя чувствуешь? Она ответила очень быстро и уверенно, и вот прям в точку. У меня, в общем, ее ответ попал куда надо. Вот иногда тебе человек говорит что-то, и ты с этим согласен, но тебе похер. А тут она вот это сказала, и я такой, типа, меня как будто пронзили эти слова. Я такой, в натуре. И я ей говорю, как ты находишь, ну, how do you find traveling yourself? И она такая, типа, отлично, прекрасно, ты встречаешь столько людей. То есть она... И ведь это действительно главный плюс. Когда ты едешь с друзьями, с парой своей, вы, даже если вы социальные люди, вы все равно пара. И вы, ну, много времени в пара.
вдвоем вы общаетесь вдвоем. Вам не нужны в целом люди большую часть времени. Когда ты один, хочешь не хочешь, оно тебя находит. Даже если не ты знакомишься, с тобой знакомятся. Но, как правило, если ты берешь какие-то туры, ты пересекаешься с огромным количеством людей, с ними цепляешься. Мне удалось за эти 5 дней с кем-то подружиться. Я знаю, что у меня теперь плюс 2 контакта прикольных в Америке. Есть еще другие, там, с Канады, вот эти ребята с первого дня. Мы не так близко задружились, вопросов нет. Но прикольно же, если когда-то доберусь, это сыграет в плюс. И в этом основа соло-тревелинга, как будто бы взаимодействие с кучей народу. Потому что в других видах путешествий ты так не делаешь. Мой испанский тоже вот в этом отпуске встал. Вот я теперь знаю, что я могу говорить на испанском. Это все еще стрессово, потому что я еще много чего не могу сказать. Но я уже вывозил много длинных разных бесед на разные темы на испанском именно в этом отпуске. И это мне дало тоже новый уровень уверенности. Вот. Как будто это самое главное. Помимо, конечно же, видов и нового опыта, который я получил, вот, типа кислородное голодание, езда верхом, я не знаю, что еще. Ну, в общем, это классно. И это всего лишь 5 дней рабочих, да? 5 рабочих дней плюс двое выходных по бокам. Такие отпуска напоминают, зачем я вообще путешествую. Потому что часто бывает накатывает, что «Ой, я не хочу, я хочу рутину, хочу п-п-п». Нет, я хочу путешествовать. Да, это там иногда сложно, стрессово, бла-бла, но это очень круто, и пока что я хочу продолжать этим заниматься. Мне очень нравится, я доволен, счастлив, я наполненный, возвращаюсь, у меня еще есть 2 выходных в Лиме, то есть половина сегодняшнего дня и весь завтрашний, чтобы освоиться на новом месте, купить херни домой, которая нужна, которой всегда не хватает. И я в кайфе. Спасибо вам, спасибо каждому и каждой, кто досмотрел это видео до конца. И я старался. Ладно. Вызываю Uber. My microphone is here, so... but not too close. Ciao, qua è tutto bellissimo.